Привет! Добро пожаловать! Это видео на медленном русском. Если вам нужны субтитры, включите их здесь. Сегодня я хочу поговорить о подарках. Я поговорю о лексике, то есть о словах, которые нужны, чтобы говорить об этой теме. Я поговорю о грамматике, только немного, не волнуйтесь. И я поговорю о культуре, о том, что можно дарить в России, а что нельзя. Итак, существительное подарок. Обратите внимание, что иногда мы теряем букву О. Например, подарок, нет подарка. Глагол дарить, подарить. С этим глаголом мы используем дательный падеж. Например, дарить книгу другу, дарить цветы маме, дарить конфеты коллегам. Обычно мы что-то дарим на какой-то праздник. На Новый год я подарила бабушке свитер. Но можно дарить подарок без повода. Без повода значит без причины, просто так. Подарки могут быть разными, большими и маленькими, дорогими и дешевыми. А может быть подарок, сделанный своими руками. Это значит подарок, который не купили в магазине, а сделали сами. И еще часто говорят: книга – лучший подарок. И я с этим не полностью согласна, потому что если человек не знает, какие книги я люблю, каких авторов, что я уже читала, а что только хочу прочитать, он может подарить мне книгу, которая мне не понравится. А вы что думаете? Книга – это всегда хороший подарок? Напишите в комментариях. Если мне подарили подарок, который мне не нравится, я могу его передарить, то есть подарить кому-то другому. Многие говорят, что это очень некультурно передаривать подарки. Но я считаю, что если вы уверены, что другому человеку этот подарок понравится больше, чем вам, то почему нет? В последнее время люди все меньше и меньше дарят плохие подарки. Просто потому что сейчас часто дарят деньги. Да, может быть, это не оригинально, не креативно, но человек может или потратить эти деньги на жизнь, на то, что ему необходимо сейчас, или же выбрать себе подарок и купить. Другой похожий подарок – это подарочный сертификат. Вы не дарите что-то конкретное, вы дарите сумму, на которую человек может купить что-то в магазине. Я думаю, тоже не всегда хорошая идея, потому что, возможно, вы подарите сертификат в такой магазин, в котором вашему другу, подруге, родителю, коллеге не понравится ничего. В последнее время стало модным делать виш-листы. Конечно, мы можем назвать это списком желаний, список желаний, но все равно я заметила, что чаще люди используют именно слово виш-лист. Обычно это сайт, на который вы добавляете ваши желания, картинки или даже ссылки. И когда кто-то хочет вам что-то подарить и спрашивает, о чем вы мечтаете, что вы хотите, вы просто отправляете ссылку на ваш виш-лист.
Нет сюрприза, но зато вы получаете то, о чем мечтали. Получать, получить. Тоже важный глагол. Получать подарок, письмо, новости. Давайте еще посмотрим на фразу со словом подарок. Очень короткая фраза, не подарок. Так мы называем что-то нехорошее. Например, твой характер не подарок. Это значит, что с тобой сложно разговаривать, сложно коммуницировать, сложно найти общий язык. Слово, которое похоже на слово «подарок», потому что это слово с таким же корнем, дар, дар. Раньше это слово использовалось в значении подарка, но сейчас в таком значении это слово можно найти только в книгах. Сейчас мы говорим дар, когда хотим сказать о таланте. А талантливого человека мы называем одаренным. То есть он получил дар, получил талант. А теперь поговорим о культуре. Вы знаете, что многие люди в России суеверные, то есть они верят в суеверие. Многие очень верят в приметы, в то, что черный кот, который шел делать свои дела, может повлиять на их день, на их удачу. Также многие верят, что какой-то подарок может приносить неудачу. Хочу сказать, что кажется, что молодые люди уже в это не верят и часто даже не знают о таких приметах, о таких суевериях. Но я все равно скажу, какие подарки лучше не дарить в России, чтобы вы точно не попали в неприятную ситуацию. Итак, часы. Часы дарят к разлуке. То есть скоро вы расстанетесь с человеком, который подарил вам часы. Следующее – это острые предметы, например, нож, ножницы. Потому что многие люди верят, что такие предметы несут негативную энергию. Далее, кошелек. Но, внимание, нельзя дарить пустой кошелек. Если в него положить монетку, проблем нет. Расскажите, какие традиции, суеверия о подарках есть в вашей культуре. Не забудьте поставить лайк, это очень важно для меня. Слушайте наш подкаст на русском, который называется «Русский блин», и смотрите мои другие видео на медленном русском. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.